Ребята, всем привет! Сегодня я опять нахожусь в парке Патриот, и на этот раз на экспозиции «Моторы войны». Кстати, вход сюда абсолютно бесплатный. Сейчас я покажу, что тут находится. Кстати, несмотря на всю свою моторизованность, Германия никак не могла обойтись без вот таких вот деревянных повозок. Кстати, советская армия тоже пользовалась такими средствами передвижения. Мне кажется, даже в большей степени, чем автомобилями. В вермахте механизация была положена прежде всего механизированным частям, а пехотные дивизии ездили на чем придется. И, как правило, основной движитель немецкой армии питался не бензином или дизелем, а овсом и сеном. Стандартная немецкая повозка имела деревянную конструкцию, а из металла изготавливались лишь отдельные элементы крепежа и обода колес. Данные повозки к началу Второй мировой войны составляли основу парка пехотных дивизий и таковыми оставались до конца войны. Ныне можно видеть считанные единицы таких повозок, и одна из них находится в России, а именно в парке Патриот на экспозиции «Моторы войны». Кстати, эти повозки по-немецки добротно сделаны и сохранились почти в оригинальном виде. Шасси BMW. И, кстати, значок практически не изменился до сегодняшних дней, а по номеру шасси можно понять, что машина принадлежала Люфтваффе. Шасси находится в процессе реставрации, и поподробнее можно посмотреть на его раму. Штовер R200 выпускался фирмами Штовер, BMW и Ханамак под контролем Штовер с 1938 года по 1943. Эта машина является значимой в военном автомобилестроении. Именно она, а не Виллис, стала прообразом для советских послевоенных внедорожников ГАЗ-69 и УАЗ-469. Главной заслугой Штовера в военной области является создание первого в мире семейства легких стандартизированных штабных и разведывательных автомобилей с колесной формулой 4х4, своеобразных немецких джипов, появившихся за 5 лет до известного Виллиса. Техническими особенностями этих машин являлись постоянный привод на все колеса с блокируемыми межосевыми и межколесными дифференциалами и независимая подвеска всех ведущих и управляемых колес на двойных поперечных рычагах и пружинах. Автомобили снабжали пятиступенчатой коробкой передач, механическим приводом тормозов и 18-дюймовыми колесами. А теперь вопрос знатокам. Вы знаете, что вот это за штука? Специальная фара для вождения в ночное время. А это любители Татры. Узнаете? Это Татра, но она в виде легкового автомобиля и с военизированным корпусом. Так что это особенно видно по грубым дверям. После установления германской власти на территории Чехии завод «Татра» был переориентирован на армейскую продукцию, соответствующую требованиям немецких военных. Массовая малолитражка «Татра-57Б» послужила донором для создания легкого штабного кюбельвагена, которому позже пришлось служить в частях вермахта, военной полиции, а также венгерской армии. С целью удешевления производства и повышения ремонтопригодности кузов был заметно упрощен. Автомобиль получил съемную брезентовую крышу, боковые панели кузова стали плоскими, двери получили съемные рамки со стеклами. По сравнению с базовой версией массу военной модификации удалось снизить на 60 кг, и она составила 870 кг. Коробка передач была четырехступенчатой, и привод осуществлялся, как и у гражданских моделей, только на заднюю ось. Максимальная скорость чешского кюбельвагена на шоссе составила 90 км в час. При небольшом среднем расходе топлива, около 10 литров на 100 км, емкости основного 40-литрового топливного бака и запасных канистр хватало на 800 км пробега. Позиция немецкой техники без их самого массового мотоцикла BMW с тележкой-пулеметом. И, кстати, обратите внимание, что эта техника, скорее всего, находится на ходу, так как под ним находятся потеки масла. BMW R75 считается самым совершенным армейским мотоциклом Второй мировой войны. Образ автоматчиков на мотоцикле с коляской, вооруженных пулеметом, стал символом немецкого блицкрига. BMW R75 был спроектирован специально для вермахта. Он предназначался для эксплуатации в условиях бездорожья, оторванности от баз технического обслуживания и снабжения. И все это отразилось в его конструкции. За время выпуска BMW R75 его конструкция кардинально не менялась. Сварная рама стала разборной, произвели доработку по усилению отдельных деталей, а также защиту цилиндров и карбюратора, а модель Сахара получила новый воздушный фильтр. Это мотоцикл Цундап, и он технически, в принципе, очень похож на предыдущий мотоцикл BMW.
Мотоцикл фирмы Цундап с двигателем объемом 750 кубических сантиметров был разработан в конце 30-х годов и был принят на вооружение вермахта под маркой КС-750. Он предназначался для движения по тяжелому бездорожью и обладал повышенной проходимостью и маневренностью. Мотоцикл имел систему регулирования подвески колес в зависимости от состояния грунта, систему экономного хода без перегрева двигателя на скорости 3,5 км в час в условиях вязкой грязи, зажигание от магнета и резервный фильтр бензобака, который позволял продолжать движение даже при пробитом баке. Это 3 немецких вездехода, и они имеют довольно-таки сложное производство, так как они имели и полный привод, и все поворотные оси. Этот мощный грузовик-тягач выпускали в аннексированной Германии и Австрии на самом мощном ее автомобильном заводе. Автомобили Steyr 1500А получили специально для них разработанный двигатель V8 с карбюратором Solex, сухое однодисковое сцепление и механическую 4-ступенчатую коробку передач с 2-ступенчатой раздаткой и муфтой отключения переднего моста. Вместимость топливного бака 100 литров. Передние колеса подвешивались на двойных поперечных рычагах и торсионах, задний мост на продольных полуэллиптических рессорах. Steyr 1500А – один из первых в мире автомобилей, получивших двухконтурную гидравлическую систему привода тормозов. А это тоже тяжелый вездеход вермахта, и он находится на базе «Феномен Гранит». И, кстати, заметьте, что он очень похож на предыдущие автомобили по своей концепции. Несмотря на отнюдь невнушительный вид и непрезентабельную внешность, грузовики «Феномен» и их производные постепенно завоевали авторитет и стали одними из основных легких средств войскового транспорта, а их шасси активно использовались также для штабных и санитарных машин, и это было обусловлено их существенным достоинством, которое высоко ценили военные. Это экономичность, простота конструкции, низкая стоимость, минимум обслуживания и, самое главное, их двигатели воздушного охлаждения, способные одинаково устойчиво работать в различных экстремальных температурных условиях. А это медицинский фургон, это «Феномен Гранит», тоже довольно редкий экспонат для музейной техники. С 1941 по 1943 год фирма «Феномен» выпускала полноприводный вариант грузоподъемностью 1,4 тонны «Гранит 1500А» с дополнительной раздаточной коробкой, который стал самым простым, легким и дешевым грузовиком вермахта в своем классе. Он послужил основой новых санитарных машин КФЗ-31 с коробчатым кузовом и 8-местных штабных вариантов КФЗ-70 с упрощенным открытым 4-дверным кузовом. А это Mercedes L1500. У меня, кстати, такой же есть в коллекции, но я покрасила его в зеленый цвет. Их выпускали и зелеными, и красными, и это тоже довольно распространенный автомобиль вермахта, но в коллекциях музеев это очень редкий экспонат. Пожарный автомобиль «Мерседес». Все бывшие водители этих машин отмечали их превосходную управляемость, маневренность, проходимость и скоростные качества. Конечно, по меркам той эпохи. Кроме того, он был одним из самых красивых и гармоничных пожарных автомобилей того времени. Но были и недостатки. Одним из основных была невысокая полезная нагрузка в 1500 килограмм. Более 1000 машин пережили войну, и после нее как можно скорее были перекрашены снова в красный цвет, чтобы стереть из памяти бесславные воспоминания военного периода. Некоторые экземпляры находились в строю и в пожарных частях вплоть до конца 20 века. А позади меня находится Mercedes L3000, и это такой аналог Opel, и, кстати, это такой один из самых распространенных грузовых автомобилей вермахта. Кстати, у меня такой есть в коллекции. Mercedes-Benz L3000 был трехтонным заднеприводным грузовиком, который использовался в Германии во время Второй мировой войны с 4-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 74 лошадиные силы. Он использовался вместе с Opel Blitz и оказался еще более надежным на пересеченной местности. И использовался на всех фронтах и широко использовался африканским корпусом. Он выпускался с 1938 года по 1943. К тому времени было построено более 27 тысяч автомобилей всех версий. Это сделало его самым массовым грузовиком Mercedes-Benz времен Второй мировой войны. Эта Татра находится еще на этапе реставрации. И обратите внимание, как на ней облезла краска. А в машинах именно в таком виде есть свой шарм и своя эстетика. Даже, наверное, жалко будет, если эту машину отреставрируют, и она потеряет свой шарм. От нее прям пахнет историей. А логотип Татра почти не изменился с тех времен. А позади меня находится такая зенитная установка. И, кстати, очень отличительной ее особенностью являлось, что
Ее двигал не двигатель, а две лошадки. В середине 30-х годов командование Вермахта инициировало разработку широкого ряда прицепов различного назначения, которые можно было перевозить как и на конной, так и на механической тяге. В том числе был и прицеп МГ «Ваген-36», предназначенный для установки в нем зенитной турели. Штатно прицеп перевозился за передком. Также была возможность цеплять МГ «Ваген-36» к автомобилю. Всего было выпущено более 1000 МГ «Ваген-36». До наших дней сохранилось менее десятка прицепов данного типа. А это, посмотрите, полевая кухня Вермахта. Немцам тоже хотелось кушать, и они тоже использовали такую технику. И ее тоже возили две лошадки. Это самая большая и самая распространенная из немецких военно-полевых кухонь. Она была трехкотловой. Одна такая кухня была рассчитана на полное обеспечение питанием более 100 человек. В основном она двигалась на конной тяге с помощью пары или четверки лошадей. Котлы топились либо на дровах, либо на угле. Специальная емкость для углей была предусмотрена конструкцией. Немецкая полевая кухня позволяла готовить первое и второе блюдо – чай или кипяток. Иногда в конструкции были краны для кофе или чая. А эта часть выставки представляет собой генераторы и прожекторы. Тоже, кстати, очень интересный экспонат. Немецкие прожекторы использовали для обнаружения и сопровождения самолетов противника в ночное время. Они использовались в 3 основных размерах – 60, 150 и 200 сантиметров. В начале войны прожекторы были объединены с акустическими пеленгаторами. Позже на войне прожекторы были радиолокационными. Прожекторы использовали чрезвычайно мощные углеродные дуговые лампы. В экспозиции присутствуют японские мотоциклы. А теперь настала очередь техники немецких союзников, и начнем с Японии. Ее представительство в музее немногочисленно. Мотоцикл Риккё стал основным мотоперевозочным средством для армии Японской империи и с небольшими нюансами. Например, разные версии отличались длиной колесной базы и навесным оборудованием. Производились несколькими местными компаниями до конца Второй мировой войны. Среди таковых отмечалась даже компания Ариен, нынешняя Mazda. Позади меня находится грузовик Isuzu. И заметьте, в каком он первозданном виде, практически не реставрированный. У него деревянный кузов, и просто он обшит листами железа. И также вот позади находится перевозчик для лодки. Isuzu TX-40 – японский грузовой автомобиль времен Второй мировой войны, выпускался с 1933 года. Он представлял собой двухосный коммерческий грузовик грузоподъемностью в 1,5 тонны, имел деревянную раму, укрепленную металлическими листами. До начала войны грузовик был исключительно заднеприводным, но под конец был подвергнут модернизации, в ходе которой получил полный привод и усиленную трансмиссию, и выпускался до 1945 года. А позади меня находится итальянский вездеход Fiat Spa. И его характерной особенностью было наличие поворотной задней оси. И он, кстати, очень симпатичный. Итальянскую секцию видео открывает этот шикарный тягач Fiat Spa TM40, тяжелый полноприводный артиллерийский колесный тягач, созданный итальянскими фирмами Fiat и Spa. Его разработка началась еще в 1938 году, но производство стартовало только через 4 года. Узнаваемого вида автомобиль с колесами большого диаметра был способен буксировать тяжелые артиллерийские орудия и танки на колесном прицепе. Кроме итальянцев, эти тягачи использовали и немцы, которым досталось их производство после выхода Италии из войны в 1943 году. Это тоже Fiat Spa, и обратите внимание, что он находится в процессе реставрации или специально так задумано составителями экспозиции, что он находится в таком полузаброшенном виде. Видите, какие у него потеки ржавчины на стеклах. И, кстати, он очень близкий родственник предыдущего автомобиля. Он также имеет поворотную заднюю ось. И у него тоже довольно-таки симпатичный вид. Тягач ЛТ-37 был выбран для Королевской армии Италии в 1938 году по итогам конкурса между компаниями СПА и Бреда на создание легкого артиллерийского тягача. Он использовался во время Второй мировой войны всеми силами итальянских войск и даже был закуплен в Венгрии. Также здесь представлены и другие итальянские автомобили. И обратите внимание, что рули у них находятся по правую сторону от кабины. Fiat 626 – итальянский армейский грузовик производства компании Fiat, который был принят на вооружение итальянской армии и применялся в период Второй мировой войны и после ее окончания.
Малоизвестная аббревиатура ОМ принадлежала миланской машиностроительной компании, которая по лицензии австрийского филиала компании Зауэр выпускала военизированные грузовики марки ОМ. Главным военным автомобилем того периода стал многоцелевой трехтонный 67-сильный грузовичок Taurus N с упрощенной кабиной. Производство Fiat SPA 38R для королевской армии Италии продолжалось на протяжении всей войны как в стандартной, так и в колониальных версиях, а также в многочисленных вариантах. Это аналог Кюбльвагена, и руль у него тоже находится с правой стороны, потому что он тоже сделан в Италии. Fiat 508 – стильный и зажигательный, рожденный в стране, где даже упрощенный корпус армейского грузовика получается с изыском. Двери, багажник и даже ящик для хранения по бокам автомобиля оформлены особым образом, подчеркивая индивидуальность. Чтобы ничего не отвлекало от четкости форм, ручки на дверях отсутствуют. Подходя к нему, сразу и не понимаешь, как залезть в него, но стоит только протянуть руку внутрь, нащупать нужную щеколду, и вуаля, двери распахиваются. И вот такая у меня получилась экскурсия. Надеюсь, вам очень понравилось. Если так, то с вас лайк и подписка. А также заглядывайте на канал Dasha Models. Там я делаю масштабные модели показанных автомобилей и не только. Увидимся!